Привет, это Александр и канал «Читаем для вас». Как использовать свои возможности по максимуму и без перегрузок? Разберемся в этом вопросе с помощью Дэвида Рока, бизнес-консультанта, помогающего улучшить свою работу Accenture, EDS, Ericsson и NASA, и посвятившего более чем 3 года исследованиям работы мозга. Начнем с небольшой цитаты из его книги «Мозг. Инструкция по применению». Лавина электронных писем, информационная перегрузка, изматывающее расписание деловых встреч, все больше перемен и неопределенности. Если все сказанное похоже на описание обычного для вас рабочего дня, вы выбрали правильную книгу. В этом видео мы рассмотрим 10 рекомендаций Дэвида Рока. Намного больше можно найти в книге «Мозг. Инструкция по применению». Рекомендация первая. В современном мире человеку приходится много понимать, принимать много решений, многое вспоминать, много запоминать и многое останавливать. Большую часть этой нагрузки в мозге берет на себя префронтальная кора. Она задействуется всякий раз, когда человек выполняет действия, на которых ему необходимо сосредотачиваться, то есть те, которые он не довел до автоматизма. Префронтальная кора – один из самых молодых участков мозга. Он потребляет громадное количество кислорода и глюкозы, поэтому по возможности лучше разгружать работу префронтальной коры. Для нашего мозга особенно затратна функция расстановки приоритетов. Настолько энергозатратна, что ее нужно выполнять первой. В противном случае на грамотную расстановку приоритетов мозгу может просто не хватить сил. Если вы хотите разгрузить мозг во время расстановки приоритетов, то по возможности стоит их визуализировать. В этом случае вы задействуете зрительную зону, расположенную в затылочной доле головного мозга. Ее активирует любой зрительный образ – картинки, наглядные метафоры или описания. Рекомендация вторая. Префронтальная кора чувствует сложность задачи и реагирует на то, с какими задачами ей приходится работать. Каждую из задач, стоящую перед вами, продуктивнее разбить на несколько мелких, более простых задач. Научные исследования, описанные Дэвидом Роком в книге «Мозг. Инструкция по применению», подтверждают, что идеальное количество таких задач – 3-4. Это количество разгружает префронтальную кору и позволяет нам удержать все составные в сознании одновременно. Поэтому упрощайте задачи до простейших и при необходимости объединяйте их в 3-4 блока. Рекомендация третья. Префронтальная кора работает особенно интенсивно при выполнении действий, на которых нужно фокусироваться при выполнении. Для ее разгрузки формируйте навыки. Все рутинные дела, которые вам нужно будет повторять раз за разом, продуктивнее довести до автоматизма как можно скорее. При выполнении автоматизма мозг включает в работу базальные ядра. В отличие от префронтальной коры, базальные ядра работают энергетически эффективно, то есть потребляют не так много энергии при работе, как префронтальная кора. Чем больше навыков вы сформируете, тем проще будет вашему мозгу выполнять свою работу. Рекомендация четвертая. Если есть несколько дел, которые нужно выполнять последовательно, то для мозга будет максимально продуктивно, когда вы выстроили эту последовательность от общего к частному. Если мы не можем определиться, в какой цвет покрасить стены, может, мы до сих пор не приняли решение более высокого уровня, не выбрали для дома общую цветовую гамму. Рекомендация пятая. За все время изучения информации о мозге я не встречал более частого упоминания рекомендаций, чем рекомендацию заниматься медитацией или практиками осознанности. Люди, регулярно практикующие медитацию, способны наблюдать за собственным мыслительным процессом и поэтому могут его изменить. При регулярных тренировках вы и ваш мозг можете решать, о чем думать, а о чем нет, на чем стоит сосредоточиться, а что не стоит вашего внимания. Вместо обычных практик медитации Дэвид Рок делится своим примером. Прежде чем приступать к еде, он останавливается и сосредотачивается на 3 обычных вдохах и выдохах. Рекомендация шестая. Если вы оказались в нехорошей ситуации, то почти всегда можете изменить отношение к ней, используя маркирование. Для этого нужно, рассматривая ситуацию, обозначить свои эмоции определенным образом, вешая на них ярлычок. Лимбическая система мозга, отвечающая за эмоции, и префронтальная кора, отвечающая за рациональность, действуют в противофазе. Активно действует либо одна, либо вторая. Маркирование позволяет переключать эти режимы, в том числе в ситуациях, вызывающих негативные эмоции. Подбирайте точное слово для обозначения своего эмоционального состояния, и лимбическая система не сможет тратить ваши силы на негативные эмоции. Рекомендация седьмая. Если вы хотите быстрее находить общий язык с незнакомыми вам людьми, постарайтесь побыстрее сойтись на личностном уровне, чтобы снизить реакцию собственного мозга на угрозу. Найдите и сосредоточьтесь на том, что вас объединяет с вашим новым знакомым.
Заранее для этого можно использовать социальные сети, а в процессе беседы рассказы о себе и искренний интерес к собеседнику. Рекомендация 8. Найдите нишу, в которой вы можете выступать экспертом, может даже лучшим в этой области. Статус позволяет нам почувствовать уверенность в себе. Основываясь на научных исследованиях, Дэвид Рок рекомендует чаще побеждать. Вы можете обуздать и использовать мощь ощущения победы над кем-то, если сделать этим кем-то самого себя. В таком случае вы будете совершенствовать свое мастерство, будете выполнять задачи повышенного уровня сложности и никому не причините вреда, принизив их статус. Соревнуйтесь с самим собой. Рекомендация 9. Почему не готова? Почему ты допустил ошибку? Почему ты так себя ведешь? Подобные обвинительные вопросы провоцируют ответы, которые вызывают сильное утомление и даже истощение. Чем больше сосредоточенность на проблеме, тем меньше остается дофамина для решения следующей задачи. В таком состоянии любая задача покажется трудной, не хочется рисковать, пропадает мотивация. Для продуктивной работы мозга в фокусе должна быть цель, а не проблема. Обвинительные вопросы Дэвид Рок рекомендует заменить подобными. Какая цель стоит перед нами? Какие варианты достижения этой цели есть? Какой из вариантов наиболее приемлемый? Рекомендация 10. Дэвид Рок рекомендует грамотно формулировать цель с множеством точек самоконтроля, поскольку это поднимает статус. Каждый шаг навстречу цели воспринимается мозгом как отдельное достижение и придает уверенности. Всегда можно определить текущую ситуацию и усилить чувство самостоятельности. Не могу сказать точно, происходит ли это с каждым читателем книги «Мозг. Инструкция по применению. Как использовать свои возможности по максимуму и без перегрузок», но лично меня она вдохновила и замотивировала на изменения. Канал «Читаем для вас» рекомендует книгу к прочтению. Она будет особенно полезна для руководителей, ставших ими в коллективе, в котором они работали в качестве специалистов, и руководителям IT-проектов, поскольку именно на примере этих должностей рассматриваются все кейсы книги. К слову, кейсы понятные и для представителей других должностей. Прочитайте книгу целиком и убедитесь сами. Поддержите канал «Читаем для вас». Подписывайтесь, ставьте колокольчик, ставьте лайк, делитесь этим видео с теми, кто вам дорог. Буду рад вашей обратной связи в комментариях и до новых обзоров!